Привет, друзья! Мы находимся в самом известном и самом, наверное, фешенебельном бутике Милана, бутике Бриони. Это флагманский магазин марки, самый большой в мире. И здесь одевается самое большое количество президентов всех стран и народов. Как известно, Милан — это дворы, и мы не видим Милан полностью, все самое интересное спрятано внутри. Также в бутике Бриони есть вот такой внутренний дворик в японском стиле, очень спокойный, здесь растет бамбук со скоростью 15 сантиметров в сутки. И здесь можно выпить чашечку кофе летом или выкурить сигару. Сегодня я расскажу вам немножечко о истории марки, как все начиналось и чем известен этот бренд. Кроме того, что Бриони выбирает самые властные, самые мощные мужчины нашей планеты. История бренда Бриони началась в 1945 году, в послевоенное время, когда на фоне всеобщей разрухи людям хотелось чего-то яркого, чего-то нового и чего-то прекрасного. Все началось в Абруццо, это южный итальянский город, где встретились два креативных товарища. Один из них был портным, а второй его интерпренером. Как говорится, у каждого гениального человека должен быть тот, кто рядом с ним и поможет ему раскрыть его талант. У каждого Стива Возняка должен быть свой Стив Джобс. И вот таким Джобсом стал Гаэтано Савини, известный человек, который поверил в талант этого портного, взял его, и они улетели в Нью-Йорк для того, чтобы показать культуру итальянского костюма. Абруццо является одним из центров итальянского производства костюмов. Они полетели в Америку, проехали по ключевым городам и открыли для американского рынка и для Голливуда итальянские костюмы. Одели всех, кого можно было только одеть, и так началась славная история бренда Бриони. Интересный факт, о котором мало кто знает, это имя Бриони. Как вы думаете, откуда оно взялось? Ведь это не фамилия основателя. Отвечаем на этот вопрос. Это архипелаг в Хорватии, это маленькие острова в экологически чистом месте, живописнейшая природа, шикарные отели, и это было в 1940-х годах, то есть когда марка родилась. В этом месте проводились турниры по поло. И если вы заглянете под борт пиджака и увидите на подкладке действительно тот же логотип, который был при основании, это игрок в поло на лошади. И было выбрано, такое название было выбрано не случайно, ведь все существующие клиенты марки на тот момент и их идеальные клиенты, которых они видели в будущем, они были на этом острове, либо должны были мечтать попасть на эти острова. Бриони одевает лучших мужчин планеты, и так было, так будет. Самых богатых, самых умных и самых необычных. Секрет удобства костюмов в том, что между подкладкой и основной тканью есть около 3-4 мм пространства. И они не приклеены друг к другу, нету жесткого прилегания, и все слои живут сами по себе. И когда ты носишь этот костюм, он приспосабливается к фигуре и становится с каждым разом еще удобнее и удобнее. Поэтому костюм, которому 3 года, вы не ощущаете на себе. Очень интересный экспонат, и я расскажу вам, почему он здесь находится. С одной стороны мы смотрим, это
пиджак, вот так он выглядит уже в готовом закрытом виде. Можно увидеть, что подкладка здесь пришита вручную. А если мы посмотрим с этой стороны, то здесь видна душа пиджака. И здесь можно увидеть, сколько всего сделано руками. На производство одного пиджака уходит около 30 часов ручной работы. Все вот это делается руками. Все начинается с canvas. Canvas — это душа пиджака, как итальянцы говорят, anima della giacca. Это full canvas версия, это подкладка, внутренний слой, она доходит до самого низу и пришивается здесь. Она служит формой, и в Брионе есть 80 разных видов, которые зависят от климата, от страны, в которую заказывается это все дело, и еще и от религии. Некоторым джентльменам нельзя носить шелк. Иногда бывает, что в составе есть шелк, поэтому они ее не заказывают. Для того, чтобы такой пиджак получился, нужно собрать 30 человек, который каждый делает какую-то определенную свою операцию. Кто-то занимается только утюжкой, кто-то занимается тем, что пришивает пуговицы и делает петельки вручную. Это тоже такая довольно ювелирная работа, можно увидеть здесь. Каждая петля сделана руками, потом они прорезаются. И если вдруг кому-то нужно укоротить пиджак или удлинить, такую петлю можно выметать и перенести либо вверх, либо вниз. И на хороших пиджаках такие петли потом расстегиваются. Это сделано из хлопка и с вплетением лошадиного волоса. Такая канвас, он долгое время вымачивается в воде для того, чтобы потом принять форму грудной клетки. Поэтому говорят, что такие костюмы — это вторая кожа их владельцев, и чем дольше их носишь, тем удобнее они сидят и лучше выглядят. Все эти стежки, они тоже выполнены вручную. И если не угадать с углом одного стежка, этот лацкан может лежать неправильно. Сейчас тут все просто идеально. Нету ни одной прямой линии, все очень, как говорят итальянцы, курветто, немножко искривленное, все анатомическое. И посмотрите, какая тут слышна музыка в этих формах. Посмотрите, как красиво сделана форма лацкана. И вот еще раз мы видим игрока в поло на подкладке. Некоторые экземпляры, в частности смокинги, шьются на протяжении 40 часов. Там еще сложнее отделка. И нужно 40 часов и 30 человек для того, чтобы создать одно изделие. Поэтому костюмы Бриони могут стоить 5000 евро, 6, 8, 10, в общем, до бесконечности. Цена костюма зависит от количества ручной работы и, самое главное, от ткани. В этом году Бриони празднует свое 75-летие, и специально для такого события они выпустили лимитированную серию тканей для пошива на заказ. В данном случае это абсолютный рекорд мировой по тонкости руна. Это шерсть Супер 250. Это говорит о том, что из кипы шерсти весом 1 килограмм можно вытащить нитку длиной 250 километров. Овцы, которые могут дать такое руно, сконцентрированы на маленькой площади, они пасутся на пастбищах Новой Зеландии и Южной Австралии. Передать через камеру это невозможно, но это я не могу остановиться, чтобы не щупать эту ткань. Кроме абсолютной классики, бывают еще и варианты поинтересней. Такая клетка Window Pane, и есть даже шерсть викуньи. В данном случае она не окрашена. Такая викунья и есть в природе. Это самый дорогой на сегодня
вид шерсти, ведь поголовье викуньи очень маленькое. Это маленькие животные, которые живут на высокогорье Андов, на территории Перу и немножечко на территории Аргентины. И они живут в очень опасных условиях. Там ночью может быть до минус 15, минус 20, днем плюс 15. Их нельзя стричь, потому что они могут замерзнуть. И с одной особи можно начесать всего 150 граммов в период линьки весной, 150. А для того, чтобы произвести 1 квадратный метр такой шерсти, вам нужно минимум 300 грамм. То есть 2 особи нужно целый год ждать для того, чтобы получить с них там совсем чуть-чуть вот этого дорогого руна. В этом каталоге представлены подкладки из стопроцентного шелка, из которых можно сделать либо рубашку, либо подкладку для пиджака, костюма или пальто. Смотрите, какая комбинация может быть. Все эти ткани, они лимитированы и скоро закончатся. Поэтому, если вы хотите себе памятный костюм, поспешите. Это все можно здесь прикладывать. Вот такое яркое может быть сочетание. Вы можете заказать себе такую рубашку и подкладку на пиджаке. Будет очень эффектно, когда вы откроете или снимете пиджак в ресторане. Эта ткань из стопроцентного кашемира. Она сделана для пошива пиджаков. Тоже очень мягкая, с таким винтажным деним-эффектом. Похоже на джинс. Ее можно сочетать вот с такой красивой клетчатой подкладкой, которая практически попадает в тон. Также можно кастомизировать все. Можно выбрать пуговицы из металла с логотипом или без него. Здесь еще один металл. Это пуговицы, которые обтянуты кожей. И мой любимый вариант — это перламутровые пуговицы, которые делаются из самого толстого куска ракушки. Тоже в одном месте на планете добывают этот перламутр. Это недалеко от побережья Индонезии. Вот такой может быть ансамбль. Пуговица в цвет этой клетки. Серый повторяет цвет основной. И сюда можно подобрать вот такого цвета брюки. Или можно заказать 2 комплекта пуговиц и менять их в зависимости от настроения. Либо серые, либо вот такие белые, перламутровые. На лейбле Brioni можно сделать вышивку своих инициалов. Как вы видите, русскоязычные клиенты тоже здесь в почете. Только 2 языка, либо английский, либо русский. Такой огромный выбор тканей имеется у Brioni всегда. И, как видите, они используют лучшие ткани лучших производителей. Это британцы Dormel, старинный семейный дом. Это английские ткани. Есть ткани от Scabau. Special for Brioni. Это эксклюзивные ткани, которые сделаны только для одного бренда. Здесь уже летние пиджаки. Наверняка есть Лора Пиано. А может быть и нету. Есть. Тоже Scabau. Сейчас у меня в руках нечто новое. Это ткани Eco, которые сделаны без применения всякой химии. Eco-friendly. И посмотрите, как это работает. Это классические костюмные ткани, из которых можно шить деловой гардероб. Если вдруг вы попадете под дождь, с вами ничего не случится. Как говорится,
Шах и мат, атеисты. И она сухая здесь. Достойные мужчины умеют не только зарабатывать деньги в дорогих костюмах, но и умеют расслабляться. Именно для таких событий Бриони шьет одни из лучших вечерних нарядов. Очень приятно наблюдать здесь этот экземпляр, потому что мы его выбрали для свадьбы моего близкого друга. Он был точно в таком же смокинге. И потом через 2 недели на красной дорожке мы увидели Антонио Бандераса, который тоже остановил свой выбор именно на этом пиджаке. Это хлопок очень редкой выделки. А так выглядит VIP примерочная у Бриони. Следует обратить внимание вот на этого безмолвного слугу. Этот предмет декора сделан великим японским мастером, который специализируется на давней технологии мебельного производства, не используя ни единого гвоздя. Все соединения сделаны без применения гвоздей и клея. Видели роговые оправы для очков? А у Бриони даже ложечка для того, чтобы снять и надеть обувь, сделанная из натурального рога. То, что клиенты Бриони руководят этой планетой, мы знаем, но Бриони никогда не называет фамилии и никогда не выдает тех, кто является их клиентами. Исключение — их самый известный клиент Джеймс Бонд. В бутике есть вот такая книга, в которой написано о всех эпизодах, в которых появились костюмы Бриони. Это издательство Ташен. Можете ее найти в свободной продаже и полистать. Запомните этот смокинг, и, возможно, совсем скоро вы увидите его на одной из знаменитостей на следующей красной дороге. То есть все вот эти бензиновые пятна, это не покрашено, это таким образом специально сплетен шелк, практически вручную. Это сделано на станках, которые контролируются руками мастера. Это видео показывает то, как портные Бриони готовятся к очередному транк-шоу. Они собирают с собой все, что им нужно, пакуют в чемодан и летят в город к своим клиентам. Большинство клиентов марки очень ценят свое время, поэтому здесь можно заказать приезд портного к вам домой, к вам в офис, к вам на яхту. И такой сервис Бриони производит уже много-много лет. Сеньор Симоне один из лучших портных этой страны и работает на главной улице Милана в бутике Бриони. Спасибо большое. Molto piacere. В коллекциях марки есть изделия casual, джинсы, трикотаж. Все сделано на высшем уровне. Это знаменитое царское кресло, в котором сидели президенты, шейхи и другие достопочтенные личности, примеряя здесь обувь. Слоган Бриони «One of a kind» — единственный в своем роде. Вам тоже ничего не мешает стать уникальными. Добивайтесь, работайте и носите правильные костюмы. С вами был Валерий Мартыненко. Увидимся в новых роликах.